Мы живем в мире, полном конфликтов и недопонимания. Слишком часто мы видим друг друга не такими, какие мы есть, а сквозь призму стереотипов и обобщений. Мы навешиваем ярлыки на целые народы и страны, забывая о том, что каждый человек уникален. Справедливый и мудрый человек никогда не позволит себе судить о целом по его части. Он понимает, что мир гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. К сожалению, в мире много тех, кто мыслит узко и ограниченно. Они видят только то, что хотят видеть, и слышат только то, что хотят слышать. Они не желают открывать свои сердца и умы новым знаниям, пониманию другой точки зрения. Такие люди становятся заложниками собственных комплексов и страхов. Они проецируют своих внутренних демонов на внешний мир, создавая атмосферу ненависти и вражды. Но правда в том, что все мы – дети одного мира. У нас общие корни, общие мечты и общие страхи. Вместо того, чтобы тратить свою энергию на конфликты и распри, мы должны объединиться перед лицом реальных проблем, стоящих перед человечеством. Только тогда мы сможем построить лучший мир для себя и для будущих поколений. Мир, в котором каждый человек будет чувствовать себя в безопасности и иметь возможность реализовать свой потенциал. Почему мы так легко поддаемся стереотипам и предрассудкам? Ответ кроется в нашей психологии. Каждый из нас несет груз прошлого, детских травм, негативного опыта, неудач. И этот груз часто мешает нам видеть мир таким, какой он есть, прекрасным, многогранным, полным возможностей. Мы смотрим на мир сквозь кривое зеркало собственных комплексов и страхов. Мы видим врагов там, где их нет, и боимся того, чего не понимаем. Вместо того, чтобы бороться со своими внутренними демонами, мы проецируем их на других людей, на целые народы. Мы ищем виноватых в собственных неудачах, вместо того, чтобы взять на себя ответственность за свою жизнь. Но есть и другой путь – путь самопознания, самосовершенствования, духовного роста. Этот путь нелегок, он требует мужества и усилий. Но только пройдя по нему, мы сможем освободиться от тирании собственных комплексов и страхов. И тогда мы сможем увидеть мир новыми глазами, глазами любви, сострадания и понимания. Я призываю вас сегодня, давайте снимем шоры стереотипов и посмотрим друг на друга с добротой и открытостью. Давайте помнить о том, что все мы – дети одного мира, и у нас гораздо больше общего, чем различий. Только тогда мы сможем построить светлое будущее для себя и наших детей. В психологии навешивание ярлыков считается одним из видов манипуляции, и не без оснований. Ярлык – это упрощенное, зачастую негативное, представление о человеке или группе людей, которое не учитывает их индивидуальность и многогранность. Когда мы навешиваем ярлык, мы фактически лишаем человека права на индивидуальность, заключая его в рамки собственных предубеждений. Сила ярлыка заключается в его способности быстро распространяться и укореняться в сознании людей. Достаточно один раз услышать, что все политики лгуны, и это утверждение, несмотря на свою категоричность и безапелляционность, может осесть в подсознании, влияя на наше отношение ко всем представителям этой профессии. Мы можем начать замечать и интерпретировать их поступки и слова сквозь призму этого ярлыка, не прилагая усилий, чтобы увидеть в них личностей, каждую из которых руководят собственные мотивы и принципы. Именно поэтому так важно бороться с собственными стереотипами и не поддаваться на провокации тех, кто пытается манипулировать нами с помощью ярлыков. Мы должны помнить о том, что за каждым ярлыком стоит живой человек со своими чувствами, мыслями и переживаниями. Только проявляя уважение к индивидуальности каждого, мы сможем построить по-настоящему справедливое и гармоничное общество. Общество, в котором у каждого будет право на собственный голос и собственную точку зрения. Навешивание ярлыков – это первый шаг на пути к формированию предрассудков. Предрассудок – это устойчивое, эмоционально окрашенное отношение к человеку или группе людей, основанное не на реальных фактах, а на стереотипах и обобщениях. Предрассудки могут быть как негативными, так и позитивными, но в любом случае они искажают наше восприятие действительности и мешают нам объективно оценивать людей и ситуации. Опасность предрассудков заключается в том, что они могут привести к дискриминации и даже насилию. История знает немало примеров того, как предрассудки и стереотипы становились причиной военных конфликтов,
геноцида и других преступлений против человечности. И сегодня, в эпоху глобализации и информационных технологий, проблема предрассудков не только не потеряла своей актуальности, но и приобрела новые, еще более опасные формы. Важно понимать, что предрассудки – это не просто безобидные заблуждения. Они могут иметь самые серьезные последствия как для отдельных людей, так и для общества в целом. Поэтому крайне важно постоянно работать над собой, анализировать свои мысли и чувства, стремиться быть более открытыми и толерантными по отношению к тем, кто отличается от нас. Только так мы сможем построить мир, в котором каждый человек будет чувствовать себя в безопасности и иметь равные возможности для самореализации. Давайте разберем, как работают механизмы стереотипов и предрассудков на примерах двух стран – Украины и Израиля. Оба народа на протяжении своей истории сталкивались с несправедливостью, нетерпимостью, агрессией. Сегодня, в сложной геополитической ситуации, как никогда важно избегать опасных обобщений и искать пути к взаимопониманию. К сожалению, в медиапространстве нередко можно столкнуться с утверждениями типа «все украинцы – националисты» или «все израильтяне – агрессоры». Подобные обобщения не только далеки от истины, но и крайне опасны, поскольку сеют рознь и недоверие между людьми. Важно помнить, что и в Украине, и в Израиле живут самые разные люди, с разными взглядами, убеждениями, жизненным опытом. Сводить всю многогранность этих народов к примитивным схемам значит проявлять крайнюю недальновидность и безответственность. Украина и Израиль сегодня защищают свою землю, свою свободу, свое право на существование. Вместо того, чтобы искать поводы для упреков и обвинений, важно проявлять солидарность и поддержку друг к другу. Ибо единство – залог победы над общими врагами – тиранией, агрессией, нетерпимостью. К сожалению, история взаимоотношений Украины и Израиля не лишена трагических страниц. Сегодня, в эпоху информационных войн, эти страницы прошлого нередко используются для разжигания вражды и недоверия. Важно осознавать, что прошлое изменить нельзя, но его можно и нужно переосмыслить, извлечь из него уроки. Важно помнить о том, что и украинский, и еврейский народы испытали на себе ужасы геноцида в 20 веке. Этот общий трагический опыт должен сближать нас, а не разъединять. Важно противостоять попыткам спекулировать на теме исторической памяти, использовать ее в политических целях. Украина и Израиль сегодня проходят сложный путь становления государственности. На этом пути жизненно важно научиться строить отношения на основе взаимного уважения, доверия и поддержки. Только так можно преодолеть тяжелое наследие прошлого и построить общее будущее, в котором не будет места вражде и недоверию. Как же нам вырваться из оков стереотипов и предрассудков, научиться видеть друг в друге не объекты для навешивания ярлыков, а личности, достойные уважения и понимания? Первый и самый важный шаг – это осознание проблемы. Мы должны признаться себе в том, что каждый из нас в той или иной степени подвержен влиянию стереотипов, и мы можем даже не замечать, как они влияют на наши мысли, чувства, поведение. Осознание – первый шаг к изменению. Осознав свою склонность к стереотипизации, мы можем начать контролировать ее, анализировать свои мысли и поступки, задавать себе вопросы. Почему я думаю именно так? Основано ли мое мнение на стереотипах? Только честно ответив на эти вопросы, мы сможем начать освобождаться от оков предрассудков. Следующий шаг – расширение кругозора, знакомство с другими культурами, религиями, точками зрения. Чем больше мы знаем о мире, тем меньше места остается для стереотипов. Путешествуйте, читайте книги, смотрите фильмы, общайтесь с людьми из разных стран и социальных слоев. Все это поможет вам сформировать более объективный и многогранный взгляд на мир. Важно понимать, что наше многообразие – это не слабость, а сила. Каждый народ, каждая культура вносит свой неповторимый вклад в общемировую копилку знаний, опыта, традиций. Вместо того, чтобы бояться этого многообразия, мы должны научиться ценить его, видеть в нем источник вдохновения и развития. Все мы – дети одной планеты, и у нас гораздо больше общего, чем различий. Нас объединяют общие мечты о мире, счастье, благополучии для себя и своих близких.
И только объединившись, мы сможем решить глобальные проблемы, стоящие сегодня перед человечеством, такие как изменение климата, бедность, неравенство, терроризм. Давайте откажемся от стереотипов и предрассудков, откроем свои сердца любви и пониманию. Давайте вместе строить мир в атмосфере уважения, доверия и сотрудничества. Ибо только так мы сможем создать то светлое будущее, о котором все мы мечтаем. Будущее, в котором каждый человек чувствует себя в безопасности и может реализовать свой потенциал. Мы прошли долгий путь, распутывая лабиринты стереотипов и предрассудков. Мы увидели, как легко они захватывают наше сознание, как искажают наше восприятие мира и других людей. Но главное, мы осознали, что с ними можно и нужно бороться. Первый шаг к освобождению от тирании предрассудков – это прощение. Прощение себя за то, что позволяли им влиять на нас. Прощение тех, кто навешивал на нас ярлыки и судил по ним. Прощение – это не признак слабости, а проявление силы и мудрости. Оно дает шанс сбросить с себя груз прошлых обид и открыть свое сердце любви и пониманию. Прощение – это не одномоментный акт, а процесс, который может занять время. Важно быть терпеливыми к себе и другим, не требовать невозможного. Постепенно, шаг за шагом, мы сможем избавиться от горечи и ненависти, которые отравляют нашу душу и мешают нам жить полной жизнью. Каждый день мы делаем выбор – цепляться за прошлые обиды или отпустить их, видеть в других людях врагов или братьев, возводить стены или строить мосты. И этот выбор влияет не только на наше личное счастье, но и на будущее всего человечества. Давайте сделаем правильный выбор. Выбор в пользу мира, любви и взаимопонимания. Выбор в пользу единства в многообразии. Выбор в пользу будущего, в котором каждый человек чувствует себя в безопасности и может реализовать свой потенциал. Этот выбор нелегок, но он необходим. От нас с вами зависит, каким будет мир завтра. Давайте сделаем все возможное, чтобы он стал чуточку добрее, светлее и справедливее. Путь к истинному миру лежит через сердца и умы людей. Это путь сострадания, терпимости, готовности слушать и понимать друг друга. Это путь отказа от стереотипов и предрассудков, отделения мира на своих и чужих. Этот путь нелегок, он требует постоянной работы над собой, над своими мыслями и чувствами. Но это единственно верный путь, и именно по нему мы должны идти, если хотим построить по-настоящему справедливый и гармоничный мир. Давайте сделаем шаг навстречу друг другу. Давайте снимем шоры стереотипов и посмотрим на мир новыми глазами, глазами любви, сострадания и понимания. И тогда мы обязательно построим тот мир, о котором все мы мечтаем. Мир, в котором нет места вражде и насилию, где царят мир и согласие.